Всем привет, друзья! С вами художник Хелен Ши. Ну что, сегодня мое видео будет посвящено коллаборации. Да, именно коллаборации с блогерами. Это видео будет полезно для тех, кто пытается раскрутить свой YouTube-канал, раскрутить себя в Инстаграме и в других соцсетях. Это видео будет полезно новичкам, а также, я думаю, полезно тем блогерам, которые не думали пока об этом, но на данный момент это очень-очень крутая, полезная штука для того, чтобы увеличить свою аудиторию, заявить большей аудитории о себе и показать свою лояльность и отношение к своим коллегам и другим блогерам, да, ну или художникам, если это художник. Ну, на самом деле эта тема относится не только к художникам, но ко всем тем, кто пытается через соцсети раскрутить себя, свое имя и успешно потом в дальнейшем, конечно же, продавать свой бренд. Итак, коллаборация. Что это такое? Если вы посмотрите сейчас в Инстаграм, если вы посмотрите на YouTube, ну, берите в основном западные. Если берем русских, то это, конечно, известные блогеры. Ивлеева Настя, да, она придумала такую крутую штуку, как выходить в прямой эфир через Инстаграм и общаться со звездами, да. И люди залипают просто и смотрят. Они просто ничего не делают, они болтают, какую-то ерунду говорят. В общем, просто общаются. И эти видео заходят, люди смотрят, потому что сейчас, так как у людей появилось огромное время, просто очень много свободного времени, людям ничего не остается, как просто смотреть на блогеров. И вот здесь-то как раз-таки мы, блогеры, люди искусства, должны ловить момент и понимать, что если мы будем объединяться с блогерами, между собой проводить прямые эфиры, это будет интересно нашей аудитории. Так делают и западные блогеры. Очень много, я смотрю, на сегодняшний момент объединяются разные ниши. У кого-то 10 тысяч подписчиков, у кого-то миллион, но они объединяются, дабы показать, что есть контент даже с 10 тысяч подписчиков гораздо интереснее, чем контент там миллионник, потому что бывает зачастую, что у контента миллионника начинается всякая ерунда, то есть уже набрал аудиторию, да, и если вы замечали, то начинается просто какое-то выкладывание каких-то видео, которые просто ни о чем, но люди подписаны и они как бы смотрят это. Давайте начнем с Инстаграма, и я расскажу вам сейчас о своих коллаборациях, которые у меня были, и которые не состоялись, и почему это произошло, и я надеюсь, что в будущем еще у меня будут такие коллаборации. Итак, Инстаграм. В Инстаграме я проводила несколько коллабораций с художниками. Как это выглядело? Я просто писала письмо, это стандартное классическое письмо, которое учат составлять, если вы... Курсы, может быть, проходили или нет, если хотите, я вам расскажу, как составлять классическое стандартное письмо, письмо-предложение. Это очень важно, потому что надо правильно сформулировать свою мысль, дабы не было отказа. Ну, или, по крайней мере, вас услышали, вам сказали спасибо, мне это не интересно, например, да? Вот. Итак. Пишите стандартное письмо о том, что представляетесь, говорите, кто вы, коротко, и говорите, что вы хотите от этого человека. Если человеку это интересно, он вам пишет ответно и говорит, окей, давай сделаем. Как это происходит? В Инстаграме это в основном работают сторис. Да, вы не засоряете свою ленту какой-то рекламой визуальную, да, а в сторис можете рассказать, вот, посмотрите, какой крутой художник, как он классно рисует, и в ответочку он сделает вам то же самое. Сейчас, когда... все смотрят сторисы в Инстаграм, сейчас основа контента и развития – это сторис. Это вот просто, ну, никакой визуал, это сторис. Ну, конечно, если сторис вас заинтересовал, люди уже перейдут на вашу страничку, посмотрят ее, и тогда важно показать визуал уже, да. Поэтому работайте в двух направлениях, но акцент на сторис.
Вот можете посмотреть, как известные телезвезды, телеведущие приглашают к себе на прямые эфиры, сидя дома, других звезд, да. Объединяются просто даже те, которые между собой, может быть, где-то конкурируют, ну, просто относятся не очень друг к другу хорошо, но тем не менее они приходят в гости, потому что их зовут, вместе проводят прямые эфиры, потому что это интересно аудитории. Всегда интересно смотреть на конкурирующих блогеров и как они общаются между собой. Это всегда было всем интересно, люди хотят зрелищ, и в общем-то это работает сейчас. Это очень хорошее время для раскрутки себя. Давайте перейдем к Ютубу. На Ютубе у меня была одна коллаборация. Может быть, вы ее заметили, может быть, нет, но она не была прямой рекламой, там не было договоренности с блогером о том, что YouTube-блогером, художницей, что вот давай, вот так. Там было по-другому, я сейчас расскажу. Это художник Татьяна Букреева. Я искала информацию, как написать, я уже об этом рассказывала, как написать цветы, и наткнулась на ее видео. И мне так понравилось, вот прям реально мне понравилось. Вы знаете меня, вы знаете, как я отношусь к коллегам, и если мне кто-то нравится, и даже если не нравится, но у него полезный контент, и мне очень понравилось, как Татьяна преподает и показывает, потому что сама я так не могу. И вы знаете меня, что если мне что-то нравится или в целом, ну, я умею благодарить, да, то есть я смотрю и, окей, классно, и я рассказываю об этом совершенно бесплатно, я никого не прошу, дайте мне денег, я вас прорекламирую, нет, такого нету, если мне нравится, я говорю об этом человеке, меня очень много лайкают мои подписчиков, и я их с удовольствием показываю у себя в сторис, благодарю. Я считаю, что основа развития любого бренда – это репутация. И зарабатывать репутацию надо таким образом, называется этот способ благодарность. То есть, если вы благодарите, то и вас будут благодарить. Если вы не умеете быть благодарным, если вы считаете должным, что вас вот там кто-то похвалил, то, скорее всего, раскрутка будет очень медленно. Всегда благодарите, всегда говорите, что вам приятно, всегда отвечайте, ведите переписку с каждым человеком. Если вам какое-то предложение присылают, вы должны ответить. Даже если вам это не интересно, вы должны ответить, сказать: спасибо, меня это не интересует. Все, как бы на этом все. Тогда не пострадает ваша репутация, будет понятно, что вы человек деловой, вы умеете общаться, вы можете вести переписку, то есть составлять свой портрет как делового человека и своего бренда. Если на начальном этапе вы будете не очень корректны, не будете отвечать на деловые письма и в целом игнорировать, а еще хуже ставить в блог, то если вам, например, человек не нравится, и вы берете его в блог. Но об этом чуть попозже. Я сейчас расскажу, кто меня так заблочил. Вот, в общем, всегда будьте лояльны к своим, скажем так, конкурентам. Я не считаю блогеров конкурентами между собой, как и певцами. Нам всегда говорят, что Ротара с Пугачевой там дерутся постоянно, у них вечные конфликты. Но это сделано специально для нас, чтобы был интерес. Но посмотрите, на всех шоу-программах, на всех песнях года всегда выступает и Ротару, и Пугачева. Потому что интерес к ним подогревается СМИ путем того, что как бы они конкуренты, и люди идут и хотят на это посмотреть. Люди хотят зрелищ. Поэтому объединяйтесь между блогерами и проводите прямые эфиры. Это сейчас очень круто. Итак, Татьяна Букреева, я немножко отошла от темы. Я ей написала и сказала: Татьяна, могу ли я вам рассказать про вас в своем видео и сказать, что вы очень классно преподаете, ну, потому что реально мне понравилось. И потом я взяла информацию у вас, я посмотрела, поэтому я обязана как бы рассказать, где я взяла информацию. Я много писала, кстати, художница Лилия, я напишу кто. Я у нее рисовала по ее мастер-классам Париж, розы.
и я указываю, я говорю, что вот это по мастер-классу вот такого-то, такого-то художника. Потому что мне кажется, это правильно, это приятно. Всегда говорить, по какому мастер-классу вы это написали. И художнику приятно, и вам как бы. Вы показываете, что это не ваше, но тем не менее вы осознаете, что вы это где-то взяли, и благодарите просто вот таким образом, да. Потом Сахарова Игоря, я всегда говорю, что первые пионы, это его пионы, я их писала с его мастер-класса, и, наверное, я единственная просмотрела миллион раз его, этот видеоурок. Вот, на что мне Татьяна ответила: Елена, спасибо большое, мне очень приятно, могу ли я вам, скажем так, тоже в своем видео, я сейчас буду записывать видео про то, где продавать, и я могу рассказать про вас. Я сказала: очень хорошо. И что получается? Получается, что на выходе выиграла и я, и она. Почему? Потому что мои подписчики, которые у меня есть на ютубе, многие не знали про мастер-классы Татьяны, не видели, как она преподает, и когда они переходили, смотрели, мне потом писали: спасибо, очень классно преподает, спасибо, что сказали. То же самое было у Татьяны. Когда Татьяна ко мне приходили, мне писали, что вот мы узнали о вас от Татьяны. То есть получился взаимообмен подписчиков. И нам хорошо, и вам прекрасно, потому что мы поделились информацией своих каналов, и причем полезной информацией. Я сказала, что Татьяна прекрасный педагог и классно рисует и объясняет. Татьяна сказала, что я самоучка, и я рассказываю все про продажи и так далее. И выиграли все стороны, и подписчики, и мы. Я не скажу, что пришло очень много людей, но тем не менее о нас узнали гораздо больше людей, которым нужна эта информация. И одна еще коллаборация, которую я хотела сделать специально для вас, для моих подписчиков, потому что я считаю, что я мониторю YouTube, я знаю, я смотрю все, я вижу, я понимаю, что у нас с этим блогером одинаковая аудитория, и нас смотрят, и у нас полезный контент, мы говорим практически об одном, просто в каждой в своей манере, и я написала письмо художнице о том, что, вот письмо, если хотите, я вам покажу, как оно написано, корректное письмо о том, что сейчас такое время, когда блогеры объединяются, и это очень круто, если мы с вами объединимся, проведем прямой эфир и пообщаемся между собой, будем, может быть, вы зададите мне какой-то вопрос, может быть, вы составите свои вопросы, какие вам интересно было бы услышать от меня, вот, и пообщаемся с аудиторией. Я думаю, нашей аудитории это будет очень приятно и очень круто, потому что это сейчас очень-очень востребовано. Мое письмо прочитали и поставили меня в блог. То есть мне не ответили: нет, спасибо, нам это не интересно, мы это делать не будем. Мне не сказали, мне ничего не ответили, меня поставили в блог, и я после того, как прочитали мое сообщение, увидела, что круг людей, которые могут написать этой художнице, ограничен. Коллаборация не произошла. И мне немножко странно, потому что я не считаю там что-то какое-то запредельно невозможное, почему бы нет, хотя бы можно было ответить. И теперь я понимаю, уже у меня идет понятие того, что тут не получилось, я иду дальше. Я сейчас ищу блогеров в Инстаграме, у которых тоже есть ютубы, и попытаюсь еще провести такие мастер-классы или же совместные мастер-классы, может быть, совместные прямые эфиры, может быть, вы знаете каких-то блогеров, которых я не знаю, или просто не видела, а они существуют, и напишите мне, я обязательно им напишу письмо, и, может быть, мы проведем совместный прямой эфир и порадуем вас. А что касается моих подписчиков, все, кто меня смотрит, и все, кто хотят развиваться и раскручиваться, не стесняйтесь, не бойтесь отказа, не бойтесь того, что вас вот так вот заблочили и ничего не ответили. На самом деле это все показатель того, насколько мир где-то современный, а где-то нет, насколько блогер пытается развиваться, хочет и стремиться, или насколько он этого не хочет делать. Все индивидуально, любой подход, он всегда имеет как плюсы, так и минусы.
не надо просто останавливаться, и я надеюсь, что вы мои советы слушаете и получаете максимум от этого, пытаетесь что-то сделать, чтобы вас услышали, вас увидели, вы смогли себя продавать, реализовывать свои какие-то цели и задачи. И знайте, на сегодняшний момент вот такой вот всемирного сидения дома, очень актуально объединяться. Мы люди творческие, мы должны объединяться и давать вам, наши зрители, все самое прекрасное, все, что мы знаем, все, что мы умеем, делиться своим опытом в прямом эфире, в Инстаграме, везде, чтобы вы понимали и видели, что мир прекрасен, что существует такое понятие, как взаимный обмен информацией. Поэтому желаю вам только добра, не останавливаться даже в таких условиях, находить возможности работать даже из дома и находить новые способы раскрутки. Ну что, это было все про коллаборацию. Если вы что-то не услышали или чего-то не поняли, пишите мне в комментариях обязательно. Я еще раз более подробно расскажу. Может быть, даже еще в ближайшее время вы увидите какую-нибудь коллаборацию. А на сегодня все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, а я, наверное, пойду досыпать свой сон. Нет, конечно, шучу. Я сейчас хочу для вас снять видео про мои инструменты. Какими инструментами я работаю и как. Ну что, с вами был художник Хэлинши. Пока-пока.